Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Таро прогноз. Старинный цыганский пасьянс. На декабрь 2025 года. События на пороге. События с первых дней месяца. Что прояснится и что ждет в сфере личной жизни, финансах, а также ваших делах, работе, документах, важных встречах. Давайте с вами узнаем. И первыми, конечно, у нас будут карты пасьянса старинного. А я бы хотела вас пригласить пересмотреть, особенно вас, мои дорогие тельцы, видео за 2024 год, декабрь. И я оставлю ссылку в описании под видео, ну или найдете на канале. Почему? Потому что конфигурация планет, ну, отчасти по Урану именно, точно такая же, как была год тому назад. Поэтому некоторые дежавю может быть. Вот перейдите, пересмотрите, я думаю, подсказок будет больше, потому что какая-то история может напоминать отчасти ту, которая уже складывалась год тому назад. Или теперь ведь вы прожили уже почти этот год, правда? И вы где-то можете, как и за декабрь я оставлю ссылку, вы можете также найти видео и январь 2025, потому что в аккурат до 4 февраля Уран в вашем знаке и как будто окончательный порядок какой-то наводит. Или вам возвращает те вопросы, которые организация новой требует. И у кого-то это может быть связано с человеком, а у кого-то именно с делами. Какие же там события на пороге у тельцов на декабрь? Давайте будем узнавать. Конечно, останемся реалистами, всегда об этом говорю. Любой прогноз, расклад о личной истории каждого из вас не расскажет. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. Сердце. Но мы еще сделаем расклад до конца. Вообще-то это кто-то добивается сердца. Ну или ваша любовь к кому-то, мои дорогие. Ну давайте посмотрим, что еще совпадет, потому что тут... Ну вот теперь я могу точно сказать. Потому что когда нож выпадает из сердца, да, в нашем пасьянсе, это разбитое сердце. Но когда нож... У нас уже, да, вот рукоятка ножа, здесь у нас, в общем-то, само острие. Это какие-то знаки внимания. Я больше вижу ваш адрес, мои дорогие. Хотя, может быть, и ваша любовь к кому-то. Но это что-то доброе. Вот это однозначно, мои дорогие, это факт. Ладно, пойдем с вами дальше. Вообще, в целом, декабрь. Но не будет тут какой-то синкопы, когда вот прям срочно нужно что-то одно бросить, переключиться на что-то другое. Нет. Тут, наоборот, может быть даже какая-то пауза. Или вот дежавю, возврат. Вот по этой части тут будет, я думаю, богат декабрь. Или просто это будет то время, когда дать себе отдохнуть. Ну, у каждого свое, у каждого свои планы. Открытый путь. А вы в какую-то дорогу можете засобираться, которая может быть связана с делами сердечными. Ну, пусть не у всех, но у кого-то. А кто-то может, отправляясь в дорогу, даже познакомиться. Может быть, в принципе, вот прорисована цыганка, поэтому, наверное, и пасьянс цыганским называется. Но в значениях это лицо. Вот просто лицо. Тот человек, кого мы еще пока не хорошо знаем. И у кого-то это могут быть официальные лица, да, или контактные лица, с кем необходимо контакты наладить. Кстати, время строить правильные социальные связи. Вот это вы учтите. Как бы расширять диапазон общения, особенно для вас, мои дорогие. Потому что позволить одним как бы людям уйти, может быть, принять во внимание вот так рационально. Не каждому человеку, который приходит в нашу жизнь, суждено продолжить с нами, как вот дуэт или сотрудничество. Люди приходят на короткое время или на какое-то время, а потом наступает час как расставание. Ну, значит, позволить человеку уйти, и тогда свято место пусто не бывает, придет кто-то другой. То есть вот где-то смена вашего окружения, она может быть. Это по планетарным даже транзитам, карты тут ни при чем. Карты, может быть, где-то об этом говорят, но мы пока еще не торопимся делать выводы. А вот смотрите, я могу уже сразу сказать, у вас солнышко совпадает, да? Мы можем соединить в нашем пасьянсе те карты, которые в крайних рядах, по горизонтали, по вертикали.
Это у нас как раз последний ряд. И подкова – символ как семейное счастье. Может быть, это вы сумеете решить некоторые вопросы, которые касаются недвижимости. То есть буквально нам уже сказали, да, как любовь, ну, может быть, и некоторые согласования или конкретная какая-то ваша история продолжит развиваться. Я такое тоже допускаю. Но это могут быть еще и стены сами по себе, да, оформление. Значит, тут вот такое дежавю, может быть, с прежней историей какой-то связано. Давайте узнаем, что еще нам тут раскроют. Вообще вас будет что-то радовать. Венок – это радость. Радостные события. Может быть, и радостные вести. Вообще такой декабрь. Может быть, те события, которые были год тому назад, мои дорогие, здесь как-то выравнивается конфигурация или за это время, смотря у кого там что случилось, декабрь 24, январь 25, здесь, ну, отчасти некоторые проблемы уже понятно, как минимум, каким образом решить, я такое допускаю. Что у вас еще совпало, мы смотрим. Это, конечно, все тоже как символ радости. Но вот солнце и подкова – это так нечто более емкое, как и в части нашего благополучия, да, в целом, в части наших планов. И я должна сказать, солнце – это ясность. Значит, прояснится какая-то история у вас, это факт. Причем это как первое такое значение. Причем в течение декабря, хочется сказать, потому что ряд первый и последний. То есть это не пару дней, а скорее шаг за шагом это что-то будет проясняться. Но это я так предполагаю, это не более. Поэтому мы все, конечно, разные. Что мы можем еще соединить с вами? Не вижу, я должна сказать, еще совпадений. Хотя вот этот открытый путь – это у кого-то подготовка, ну, может быть, даже к далекому переезду. Потому что когда ключ – это бывают переезды, перемещения куда-то далеко. Но это может точно так же говорить о том, что ключи в ваших руках. То есть возможность с кем-то договориться или подписать какие-то важные бумаги, документы. Может быть, и деловую какую-то важную беседу провести. Или по части документов для вас тоже выстраивается какая-то более ясная конфигурация и открывается более четкий путь. Пока с вами говорила, вроде все проверила, не вижу еще совпадений. Пойдем с вами дальше. И давайте с вами узнаем, мои дорогие тельцы, что уйдет. Или что вы завершите, может быть, сами. Первая карта. Чуть не открыла. Нет, попозже. А что придет взамен или что нового спешит на ваш порог, в вашу жизнь? Кто или что, да, придет в вашу жизнь? Может быть, это связано именно с какими-то деловыми аспектами, а может быть, это и с человеком. Чего опасаться хочется достать такую карту, за какое дело не браться, в чем быть более осторожным. И что прояснится? И по основным сферам жизни чего ждать? Сфера любви, личных отношений и в целом взаимоотношений. Чего ждать в сфере финансов? Чего ждать в делах, в работе, в организации, в ваших планах, важных встречах? Итак, что уйдет? Ну, вы знаете, тут может быть как получение денег, и потом вам придется что-то менять. Вот по части денег будьте внимательны. Сама по себе девятка – это уже, как, знаете, преддверие перемен или как переходный период. Это вот как через порог мы буквально перешагиваем. Но ведь это карта такого достатка, да, или тех денег, может быть, которые какое-то время, часто говорю, вами заработанных, но вот именно этот гонорар или сумма где-то заплутали, задержались. Вот кто-то будет это получать. Но карта вас все-таки, мои дорогие тельцы, призывает к вниманию, как будто будут меняться какие-то, может быть, финансовые системы, институты.
Система взаиморасчетов, будьте к этому готовы. Вот вы можете что-то подобное узнать в декабре. Вам придется с этим что-то делать, перестраивать. Может быть, как раз по части урана. А уже с 26 апреля в 26 году Уран из первого дома гороскопа перейдет во второй дом гороскопа. Он останется. Ну, не в вашем знаке, но будет оказывать воздействие на вас. Но только если до этого 7 лет это именно ваша личность в центре внимания, то теперь в центре внимания ваши финансы. И может быть вот это какая-то предлюдия, которая начинается в декабре. Отчасти у кого-то из вас напоминает даже прошлый год. Вот здесь, знаете, по Урану, Уран все дробит. И поэтому можно так немножко, забегая вперед, с учетом планетарных транзитов, сказать, телец, ты должен иметь деньги как бы из нескольких источников. Ну, к примеру, обычная работа и дополнительный доход, или пассивный доход, или, может быть, это у кого-то работа на дому, развитие вашего хобби, вашего личного дела, творчества, или вам просто нравится как какое-то ремесло, и вы его добавляете именно не просто с позиции, когда мне нравится этим заниматься, вот и все. А когда вы это перекладываете на материальные рельсы, вот что-то вам по финансам придется пересматривать. Деньги есть, деньги будут. Но это в позиции, что уйдет. Поэтому вы будете сами где-то настроены на то, чтобы пересмотреть концепцию или отношение к финансам. Но я не исключаю также какие-то события, которые могут быть именно финансового характера или с этим связаны. Может быть, это у кого-то и проплаты какие-то придется делать, да? Или какая-то история, вот мы с вами говорили, по части недвижимости, потому что емкая карта здесь имеется в виду такое не с разрезом где-то ежедневных трат, а более такая объемная сумма. А что придет взамен, давайте узнаем, что нового спешит в вашу жизнь. Ну вот видите как. Вообще на декабрь как бы деньги присутствуют, будем говорить. И аркан силы будет говорить, ведь это энергетика как у мага. Вам придется что-то переделывать, это правда. Может быть, пересматривать какие-то договоры, соглашения, потому что дипломатия по этой карте идет. Нам приходится договариваться с кем-то. Причем наше отношение к этому может быть совершенно противоположным. И поэтому нам приходится словно сдерживать, как этот человек сдерживает быка. Или то, что, ну как внутренние энергии, какое-то чувство внутреннего сопротивления, как мы говорим, а я так не хочу, мне так надоело. Но тем не менее, вот вам себя придется сдерживать, потому что это что-то новое входит. Может быть, и изучать, себя перестраивать. Вот какой-то новый порядок, новый уклад. Вам это может не нравиться, мои дорогие. Но ведь посмотрите, какие две карты. Как будто для вас может следовать, причем так значительное благополучие, но перерокировку собственных действий, не пользоваться прежним методом, себя перестроить. Это может быть внутренне с каким-то чувством сопротивления связано. А договориться, может быть, для начала с самим собой, мои дорогие, тут ведь тоже об этом нам говорят. Но в конечном-то итоге бонусы, они значительно более емкие, более увесистый, хочется сказать, по вашим планам, по вашим возможностям. Но по этой карте надеемся мы сами на себя. Вообще, это карта критического мышления. Может быть, многие темы, многие вопросы. И это старший аркан. Но это когда либо кем-то, либо внешними событиями что-то инициировано, и вы это не можете отменить. Нравится, не нравится, согласны мы, не согласны, это не имеет значения. Себя приходится действительно перестроить в какой-то новый формат. Вот от этого вы не уйдете. Вот тогда давайте узнаем, чего опасаться, за какое дело не браться. Победа. Такое впечатление, что вроде как победа какая-то у вас есть. Но вам придется, с одной стороны, это сохранять и перестраивать одновременно. Ведь карта говорит о том, что это достижение, безусловно. Но карта призывает к вниманию, потому что как только ты расслабишься или буквально подумаешь, что ну вот теперь устоялся какой-то порядок, вот как раз неожиданно начинает что-то меняться.
Не основывайся на своих прежних победах. Вот о чем, конечно, нам говорит карта. Тебе придется что-то менять. Ну, может быть, поэтому девятка, перемены. Мы с этого начали. Но у вас по аркану силы есть на что упереться. Или опереться. Или каким-то образом ресурсы. Это ведь вы очень ресурсные, мои дорогие тельцы. Но, видимо, менять себя придется. А если мы будем где-то упорствовать или будем вспоминать, что ну вот прежние какие-то достижения, они нам помогут. А тут эти достижения нужно в новый формат, я уже об этом говорила. Потому что прекрасная карта шестерка жезлов, карта победителя. Но это, знаете, с одной стороны самоуверенность, а она граничит самонадеянностью. И вот она нам самонадеянность совершенно не помогает. Гордыня иногда идет по этой карте. Это тоже нам не помогает. Поэтому на всякий случай будьте готовы к тому, что обстоятельства вас будут как будто вынуждать перенести себя в другую реальность или суметь предвидеть на пару шагов вперед. Что же там прояснится? Ну, держись. Да, хочется сказать, девятка жезлов. Держаться буквально придется. Что-то вам не нравится, я уже говорила. Может быть, есть то, что не входит в ваши планы. На самом деле так. Но вы ресурсный, как я сказала, и карта в герметической колоде Таро обозначает очень часто как карта физической силы и внутренней силы. У вас вообще старший аркан силы. Но себя вот как в новую реальность переместить, это будет достаточно сложно. Будет желание как будто насладиться моментом, мои дорогие. А от вас потребуется какая-то вдумчивость, холодная голова, заняться какой-то темой финансовой в то время, когда хочется праздника. Вот как будто так, мои дорогие. И вот эти первые шаги осторожные, как, знаете, искусство мелких шагов. Ступай осторожно, но уверенно. И, кстати, мы спросили, что прояснится. Тут, правда, будет прояснена для кого-то из вас прежняя история, потому что иногда эта карта олицетворяет какое-то как закрытое пространство или словно закрытую тему, когда мы не могли куда-то попасть, или мы пытались много раз осуществить какое-то дело, и для нас, ну, знаете, как перед носом шлагбаум все время закрывали. Давайте узнаем, что же это прояснится. Я могу предположить, жезлы, дела, работа, бизнес, и откуда приходят деньги. Но все же, с чем это связано? Что прояснится? Но тут какие-то не совсем деловые вопросы, хотя, может быть, тут, знаете как, история с человеком, с которым вы уже знакомы, может быть, и были прежние контакты, шестерка чаш, сама по себе очень добрая карта в колоде, но вы, правда, можете даже или будете вынуждены искать даже новых партнеров. Может быть, по части дел, каких-то важных согласований, контрактов, даже работы. И это будет сделать совершенно необходимо, потому что карта ностальгию. Или если мы спросили, что прояснится, а нам тут явно какое-то ограничение или, как я сказала, шлагбаум. Может быть, это у кого-то взаимоотношения, которые, ну, шаг вперед, а потом два шага назад. Что-то шло как в затяжку, и все никак не могло прийти к какому-то знаменателю. Так приходит к этому знаменателю или нет? Вы сами подводите, похоже. Что-то завершается. Окончание. Я, конечно, не говорю, что, ну, может быть, к этому были прежде предпосылки, правда? Вот и на самом деле прокрутите киноленту собственной судьбы. С чем были связаны вопросы декабря 24-го? Или с кем? Может быть, это отчасти и работа, а у кого-то личная жизнь. Вот какое-то прежнее, ну, дело, которое у вас либо не пошло, либо уперлось, как в тупике вы оказались, да? И, возможно, это было связано с человеком. Может быть, это какой-то человек вам даже помогал. Я ведь не о плохом, отнюдь нет, потому что здесь, видите как, выпадает карта будущего. Но как будто что-то завершается. Может быть, не потому, что вы этого хотите, а это будет связано с какими-то внешними обстоятельствами.
или с конкретным человеком. Но вы-то сами уже тоже вам как будто нужно идти вперед. Ну, наверное, как в анекдоте. Я не знаю, вы о чем, но ехать надо. Идти вперед надо. Вот и все. Просто у каждого тут свои будут пересмотры. Но, повторюсь, вы накопили достаточно сил. И вот настало время критического мышления. И я не могу сказать, что, мои дорогие, ну, как-то очень сложен вроде этот период по именно вашей активности. Тут скорее какая-то аналитика, интеллект будет ваш работать на максимальных оборотах, потому что что-то решить или перерешить, переоформить, пересогласовать, вот что-то подобное либо по работе, либо в личной жизни. И если мы даже что-то меняем в личной жизни, я надеюсь, все правильно понимают, 13-й аркан – это не про смерть. Это об окончании определенного жизненного этапа. И вот в данный период времени трансформация. Собственно, мы об этом с вами уже говорили. Вот эта трансформация проходит. Либо у кого-то по работе, либо это касается финансов. Ну, мы все разные. У кого-то личная жизнь. Итак, что ж там в личной жизни? У кого-то личная жизнь. День сурка. Надоело вам. Может быть, день сурка, может быть, какая-то пауза до бесконечности. А возможно, так сложатся обстоятельства, что правда какое-то дежавю, обстановка напоминает прежнюю, и не хочется повторения. Ну, мы, конечно, тоже все разные. У кого-то семья, вот у кого семья, у кого дети, у кого вы в паре, например. Эта карта будет просто говорить об отдыхе. Вот отдохни, приведи мысли, тело, телец в порядок, может быть, выкроить где-то время. Или вообще эта карта, когда мы избавляемся от ментального мусора. Но в этой колоде это конкретно день сурка. Поэтому в чем-то избавиться от мусора, может быть, даже буквально это личная жизнь. Кто-то будет порядок дома наводить. И вот, кстати, это очень даже символично. Почему? Период ретро-урана, знаете, он шикарен для того, чтобы из дома выкинуть хлам, лишние вещи, сделать свое жилище, знаете, как обновить его. И мы меняем пространство, а оно потом меняет нас. Мы приходим домой и приносим себя домой разных, как и в чувство радости, или когда мы чем-то воодушевлены, вдохновлены, так и в печали. И дом нас принимает любыми. Может быть, вот именно энергетически, а где-то от старых вещей. И вы, приходя уже в обновленное жилище, вам будет приятно. Вы будете понимать, что я сделал или сделала что-то такое, что я себя в новом комфорте, в новом состоянии души чувствую. У кого-то даже вот так вот может быть. Потому что это, знаете, в основном, да, в классических колодах, это когда нам нужно принять какое-то очень такое рационально взвешенное решение. Может быть, вы и будете принимать по части личной жизни, но ведь у кого-то это даже может быть как работа на дому. Мы где-то с вами говорили. Или по части финансов. Так что же там с финансами? Вы делаете как первые кроки. Да, мы говорили с вами солнце. Ну и тут какая-то финансовая перестройка, реструктуризация. И шестерка мечей – это карта заслуженного успеха. Это не теперь, мои дорогие, нет. Это на последующий период, и может быть с учетом солнца, последующие 6-8 месяцев. Вы будете напрямую заниматься финансами. Но ведь мы делаем именно в декабре первый шаг. Человек отплывает от безжизненного берега. Ничего не растет там. Мы уже все там попробовали, нам все известно. Настало время идти вперед. Мы только что об этом говорили. И вы знаете, это карта мужества. Мужество сделать первый шаг. Отплыть вот от этого унылого берега или от какой-то финансовой бреши. И, видимо, разные способы, разные маневры, у каждого свои, разные методы. Каждый будет что-то свое просчитывать. Но как будто и карта говорит, вот посмотрите, казалось бы, всегда шестерка, победа. Но эта шестерка у вас выпала, чего опасаться. Солнечная, такая яркая карта. Но когда нам именно праздника хочется, когда мы останавливаемся, чтобы насладиться триумфом, вот этому не время, это факт. А как будто сразу, с учетом каких-то внешних, может быть, обстоятельств, или с чем вы столкнетесь, делать
может быть и робкие, но смелые шаги вперед. И это касается именно финансов. И для кого-то это может быть изучение. Для кого-то из вас, я допускаю, переезд. И он будет связан именно с финансами. Или, может быть, мои дорогие, у кого-то идет продажа и покупка недвижимости. Может быть так, да? И вам придется много перемещаться. У кого-то будут из вас вынужденные такие перемещения, потому что в одном месте я не могу работать. А может быть, идет релокация офиса, и вам предлагают что-то другое. Или вы сами для себя находите тоже что-то другое. Вот элемент новизны, он прямо сквозит, но едва ли не в каждой карте нашего расклада. Каким-то образом может увязываться, конечно, ситуация с прошлым годом, когда тоже был в вашем знаке ретро-уран. Но, видимо, если прежде был в некоторых темах стопор, а теперь, наоборот, первые шаги. А вы уже, видимо, как стреляный, говорят, воробей, да? Или тот боец, тот воин, который точно набил где-то шишек и знает, как не найти старые грабли. Но шаг за шагом ваш выход на авансцену по части финансов, когда время где-то способствует, чтобы вы себя перестроили на новое качество жизни. А финансы – один из способов взаимодействия с миром. Может быть, для кого-то напрямую. Начали путешествовать, осуществили свою мечту. Но вот первые такие определяющие шаги вы можете уже делать в декабре. А я бы сказала, как будто придется. Ваши дела, важные встречи, контакты, контракты. Ну вот точно, не время почивать на лаврах. Ну вот не время быть уверенным в том, что какой-то прежний метод сработает. Прежние согласованности сработают или согласование. Вам придется держать руку на пульсе, потому что семерка мечей напрямую говорит о том, что не время кому-то доверять. Карта обмана. Если мы, знаете, вот расслабимся, в итоге мы можем получить вот именно что-то подобное. Как эта героиня, которая глазки закрыла, голову положила на плечо своему спутнику. Она уже где-то там, в высших мирах, в мечтах, да. Все вроде бы, видимо, идет стабильно, на сегодняшний день все понятно. Она уверена в каком-то человеке, в своем тут данном случае. И, конечно, это карта аллегория. Но нам показан человек, как будто, он уже глаз положил на вот эту красотку. Он уже там и забыл. Он как будто и не чувствует свою спутницу. Поэтому, мои дорогие тельцы, что вы подписываете, на что вы соглашаетесь? Будьте внимательны к паролям аккаунтов. Может быть, для кого-то интернет-грамотность, интернет-безопасность и безопасность по части ваших финансов. Будьте внимательны, ведь эта карта вора иногда тоже называется. К вашим деньгам, портмоне, сумочкам или где вы храните деньги. Вот, или подписывая какие-то важные документы или обязательства, может быть, кредиты, вот, например, да. Такое тоже может быть, тоже где-то дело. Вот понимаете, карта силы. У вас пространство, время, ангелы небесные наделяют силой. Но очень хорошо нужно понимать конфигурацию, куда вы эти силы будете прикладывать. Может эта карта быть как сила. Мы чувствуем, море сейчас по колено, а нам говорят, а ты пока не видишь. Вот-вот что-то начнет меняться. Может быть, это не будет связано именно с вашими преднамеренными желаниями что-то изменить, а с желаниями других людей или, мои дорогие, обстоятельства вас вынуждают менять себя. Или что-то менять, как перестраивать какую-то конфигурацию конкретных дел, соглашений, важных встреч или партнерских, может быть, отношений в самых разных сферах жизни. Все решают люди, а люди, бывает, переигрывают свои планы. И вот именно к этому вам тоже нужно быть готовым. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за вашу помощь и поддержку, за ваши волшебные и душевные комментарии, мои дорогие. Оставайтесь со мной. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.